У меня тревожное расстройство, и каждый день это все было таким болезненным, война и вот все события в мире. И сейчас впервые, спустя полгода, у меня пришло какое-то спокойствие. Не в смысле, что мне наплевать, а что-то другое, что ты можешь жить. Можешь жить, и это стало таким фоном, к которому ты привык. И это все не из плохих точек зрения, а с тех, что, как мне кажется, человек не может постоянно находиться в состоянии острого восприятия и при этом не сойти с ума. Я, в принципе, остро воспринимающий человек, и сейчас я впервые чувствую какое-то небольшое освобождение и, наверное, силу и надежду на то, что даже такие серьезные вещи, они точно закончатся. До этого у меня была просто каждодневная паника, я каждый день боялась прилета бомб, например. Я все время боялась, что есть вероятность ядерной войны, это просто ужасно. И я все время находилась в состоянии, что я внутри этой войны. Я и со своим психоаналитиком это обсуждала, что я, например, нахожусь у себя дома, у меня все более-менее нормально, то есть моей жизни конкретно ничего не угрожает. Но я четко ощущаю себя человеком, который живет в Украине, который подвергается опасности, и это такая необъяснимая вещь. Конечно, мы не понимаем до конца, насколько это ужасно, почувствовать, насколько там ужасно мы не можем, но я как-то чувствовала себя частью этих людей, и для меня это было невыносимо. И сейчас меня вдруг как-то отпустило. И я начала думать о будущем. Если полгода ты не мог вообще думать о будущем, просто старался жить сегодняшним днем, то сейчас я думаю, что это обязательно закончится. Это обязательно закончится. И как я сейчас хочу верить, не ядерной войной и уничтожением мира или половины мира. Мы обязательно восстановимся, восстановим Украину. И Россия тоже восстановится и выйдет из этого ужасного этапа, в котором сейчас находится. И вообще-то и власть может смениться. У меня появилось такое странное ощущение, абсолютно, может быть, не вытекающее из обстоятельств, но появилось ощущение, что после такого пиздеца должен быть какой-то переход. Но не может концентрированное зло длиться долго. Оно не может длиться вечно. Оно обязательно заканчивается. Мне всегда казалось, что вот если что-то плохое происходит, даже если оно длится год или два, оно все равно идет к концу. Как только человек вступает на путь зла, у него, как мне кажется, очерчивается конец. То есть ты не можешь быть убийцей долго. Тебя все равно поймают, и все равно будет очень плохо. Я вообще не представляю, как убийцы живут. Я даже сейчас не про военных преступников говорю, а даже про обычных. Как ты можешь спокойно жить? Когда я думаю о серьезных людях, которые принимают серьезные решения, то есть даже не своими руками их осуществляют, я не представляю, как они спят. Я не представляю, как они живут. Я не представляю, как они радуются жизни, потому что мне не позволяет радоваться жизни то, что моя страна ведет войну. Для меня это очень серьезно. В нашем театре нет Z и не будет, потому что наш художественный руководитель не поддерживает войну. Но он не может выступить открыто против войны, дабы не потерять работу и всех людей, за которых он несет ответственность. Большинство сотрудников не согласны, и плюс наше руководство не пытается заигрывать с государством, оно не высказывается открыто, но оно держит свои позиции максимально настолько далеко, насколько возможно. Они держат уровень свободы настолько, насколько это возможно. И я считаю, что это очень круто, сильно и важно. Атмосфера в театре вся про то, что мы должны пережить эти времена и держаться, и нет даже намека на тенденцию, чтобы поддерживать государство или сделать что-то пропагандистское. И я очень горжусь этим. И когда мне говорили в самом начале еще, что вот, ты работаешь в государственном театре, а все люди искусства, которые хотят остаться чистыми, сохранить лицо и совесть, обязаны уйти, я всегда приводила много аргументов, почему я так не считаю. Россия настолько огромная страна, что все люди из нее не уедут, да их и никто не примет столько миллионов людей. Даже если бы вообще все решили эмигрировать, все бы послали нас нахуй и сказали, сидите у себя там, это очевидно, что Россия будет существовать, если, конечно, не будет ядерной войны. В России будет жизнь, и зачем разрушать остатки чего-то хорошего?
Я не считаю, что все художественные руководители должны были высказаться против. Например, ну как там могла себе позволить Чулпан Хаматова. Прекрасная абсолютно, которую я очень поддерживаю и желаю ей всего хорошего, и с которой ужасно обошлись с вот этой травлей. Не только в России, но и за границей, где меня постоянно просили подтвердить позицию, когда человек вообще все оставил в России, всю работу, весь фонд и все надежды. Я не считаю, что все люди должны были так сделать. Или вот возьмем ЦИМ, где руководительница высказалась, и так как она была первой, это имело значение. Я нисколько не преуменьшаю ее поступка, но и не считаю, что так должны были сделать все, чтобы здание просто стало пустым местом, в котором поставили директора и художественного руководителя из Госдумы, которые наберут каких-то непонятных людей и будут делать непонятный театр за огромные деньги, в которые никто не будет ходить. Я считаю, что пока есть возможность сохранить настоящий театр в России, это нужно делать, потому что я верю в будущее. Я верю в то, что здесь останутся люди, для которых это будет важно. Но вот было же мнение такое, что нужно намеренно разрушить культуру в России. Я не понимаю, зачем. Я не понимаю, зачем усложнять жизнь оставшимся честным людям в России. Вот и все. Я считаю, что когда борьба возможна хотя бы только таким способом, когда ты молчишь, но делаешь что-то важное и хоть немного отстаиваешь добро и свободу, то ты должен это делать. Если это единственный способ протеста, а у нас другого нет, то нужно пользоваться этим, вот и все. Даже несмотря на то, что в этом есть какой-то компромисс, что ты просто не говоришь слов «нет войне», за которые ты сядешь на 20 лет, вот и все. В книге «Сказать жизни да» про психолога, пережившего Холокост, есть такая важная вещь, которая помогла мне немного в самых критических ситуациях. Это то, что Холокост и концлагеря пережили те, у кого был внутренний мир, в который они могли сбежать. То есть люди, которые были суперстойкими и сильными физически, но не умели обращаться к своему прошлому, к прочитанной литературе, к своим мыслям о том, что вообще-то я имею право есть нормальную еду и жить в своем доме. Вот кто не мог в это уйти, они погибали. Они просто психически не вывозили и умирали. А когда человек мог вспомнить что-то хорошее из своей прошлой жизни, мог апеллировать к своим знаниям или к любви, он справлялся. Этот автор, Виктор Франкл, он с помощью любви тоже переживал, он писал книгу, он решил ее выпустить, и его это держало. У него было какое-то дело, и в этом была какая-то свобода и форма протеста. Несмотря на то, что вы меня заставляете чувствовать себя безвольным животным в загоне, я имею свои мысли, я имею свою внутреннюю свободу, до которой вам не добраться. Мне вначале помогало это. Потом еще занятие с психоаналитиком, который помог посмотреть на эту ситуацию с точки зрения истории и призвал как раз изучать историю. Он говорит, что война идет всегда, война шла всегда. Это не какая-то выдающаяся вещь. К сожалению, мир никогда другим не был. И когда ты это понимаешь, что ты учишься жить при этих обстоятельствах, потому что я, как человек, родившийся в начале 2000-х, я вообще не могла предположить, что такое может быть. Для меня это было таким ударом, потому что мне казалось, что это просто тупо невозможно. Я привыкла думать, что ну вот мое-то время современное, это мои родители переживали ужасные какие-то периоды страны, но я-то нет, я не буду и я не должна. У меня такая была, знаешь, уверенность в себе и чувство собственной ценности и важности. Ну, со мной так нельзя, ну, нельзя в мире со мной начинать войну, потому что мы же новое поколение, оно должно жить и развиваться. Как вы можете так поступить? И потом это было просто тотальным ударом по ощущению собственной безопасности. Вот эта война, потому что у меня не было таких событий. Я искренне верила, что это просто исторические факты, что война просто невозможна. Это раньше люди просто были не такие умные, как мы сейчас. Поэтому мой психоаналитик меня спросил: ты вообще изучала историю? А у нас плохо очень преподают историю в школах, очень неинтересно, очень неправильно, и вообще там сплошная ложь была даже до того, как сейчас начались уроки пропаганды. Я уже во взрослом возрасте в училище что-то читала, но в принципе не интересовалась особо историей, мне казалось это не важно. Сейчас я понимаю, насколько это тотально важно, и изучение истории тоже стало для меня таким спасательным кругом. И у меня появилось желание выжить, желание пережить вот этот период
и быть счастливой. Ну и еще мой муж. Вот мы живем вместе и поддерживаем друг друга. Меня вывозит это чувство, что ты можешь отвлечься на любовь, на близкого человека, что у тебя всегда есть с кем поговорить. Одной мне было бы намного сложнее, если бы у меня не было мужа, парня, гораздо больше бы ощущалась безысходность. А так ты несешь ответственность перед другим за твою жизнь, за его жизнь, и как-то это спасает. И есть жуткое желание жить благодаря тому, что есть любовь.